Да, вот такой вот новогодний декор. Это пластиковое колечко, обмотанное мхом с великолепным красным бантиком на лесочке и с грузиком. Вы просто его опускаете в аквариум, грузик. Погружаете, да? Все верно, да, погружаете в песочек. И представляете, возможно, Коломаихт прямо через это колечко будет нырять. И слоники точно будут Слоники, нырять. да? Причем хороводом, как в цирке. Прикольно. Это очень интересно. И вот такой вот прям, их здесь достаточно, поэтому можно выбрать даже несколько. Мне кажется, одного хватит. Такого новогоднего движа нам хватит одного. С конями, да? А на коряжку можно примотать вот такой вот Анубис. Это называется Golden Anubis, более светлые тона, низенький будет. Также Anubis Nano, совсем крохотулечка. О, мне вот такие, да, нравятся. Вот, они легко приматываются, либо даже на клей они прекрасно будут держаться. Есть Anubis вот такой пошире листочки. Вот такой вот. Нет, это будет для нас, наверное, слишком. Крупновато, да? Да, да. А вот такой вот папоротник. Вот, да, это симпатично. Он тоже можно примотать? Да, прям к коряге, конечно. Он легко-легко приматывается, с горшочка снимается. И вот такой вот да? корешочек. А на что вы просите приматывать? Леска, нитка и также клей. Очень удобно. Класс. Ну вот, тебе нравится такой кустик? Отлично, Вообще отлично. супер. Пойдем рыбок выбирать. Это нам нельзя. Ну, а ему вода холодная. Ему нужна вода холодная. Он съест да. других рыбок. Потому что вот эти ребята, они едят даже друг друга, представляешь? Да, а вот тут видишь, вот лапы. Видишь? Нет, вот там лапка, вот. Потому Лапки что он нету, ему да. укусил лапку. Вот, они злые на самом деле. Должен жить более-менее один. Так, немножко вступления нет совсем. Так, ну вообще вступление такое, что под эти аквариумы, в принципе, это такой вот детский вот аквариум, и там как бы ничего такого сложного делать вообще-то и не надо. Поэтому небольшая золотая рыбка, вот там глошки вот очень бы ребенку понравились. Вот те вот рыбки тебе нравятся, вот эти, смотри, красивые. Мухоморы? Да, вот такие вот мухоморные рыбки, да. Вот, кустами на младенца. Я тоже когда смотрела, на самом деле, да, очень Да. прикольно. Это А это сомик. анциструс такой большой, но он уже старый и ленивый, поэтому ничего делать мы не будем. Вот, но у нас-то там такой аквариум экзотический достаточно. У нас там змея, вот, ну, змеи, коломаихты и, значит, брызгуны. И под них хочется еще тоже что-то такое, чтобы, Да. Чтобы в было том, необычно. в том же русле, Да. чтобы было, да? У меня, если бы ребенок выбирал, у меня бы реально там сели скалярии и какие-нибудь вот эти яркие. Ну, так как выбирала я, у меня Да, сидит, да. как сказали подписчики, говорят, выбирали таких красивых рыбок, а посадили какого-то глиста. Гуппи бы, Это рыбки гуппи, вот тоже, да. гуппи бы тоже понравились. Простые, очень. яркие, детские, да, и лягушечки такие вот тоже. А у нас сидят Веселые. лягушечки. А, ну да. Да, у да. нас есть Вот. две. Они уже, правда, в 3 раза больше, чем ваши, потому что они объедают просто всех. То есть детских глошек мы не будем, а мы будем экзотику делать. Да. А экзотика вот у нас. Это вообще просто мечта какая-то. Это нильский слоник. Вот, у него даже хобот есть. Это такая нижняя губа вытянутая. Сейчас они тут спокойные, но на самом деле очень бойкая, очень умная, очень шустрая рыбка. Мы, наверное, такой, значит, подберем коллектив по весовым категориям одинаковый. Вот, с карантинной базой там еще есть. Потому что здесь, вот видите, получается, что один большой, он уже начинает гонять остальных Гонять всех. других, Вот, мы должны взять примерно как бы одновесных, чтобы была компания. Вот, вообще рельеф у этого катариума довольно-таки интересный. Там же выступ такой у нас Да, есть. да. Вот. Поэтому есть вот возможность бегать туда и сюда через выступы. Что они и будут делать, они очень хорошо выучивают местность. Вот тут мне, конечно, надо будет уже вообще эту вот компанию как бы Менять. разбивать, потому что вот большой бывают вредные слоники. Мы, наверное, сейчас на базу сходим и подберем одноразмерных и более-менее не очень злых. А Вот. это вот у которого большой, это максимальный его размер уже? Или они еще бы растут? Ну, в этом катариуме они не будут большими, они будут примерно что-то такое. Вот. Это просто им нормально было бы. Значит, проблема корма. Когда мы кого-то тоже заселяем, то мы думаем, а что же они там будут есть. Ну, у нас же мотыль там идет. Да, у всех, да. Вот, мотыль так есть. что можно еще мотыль
Значит, Артемия там премиальная, там замороженная корректор, это все будет хорошо. Я, кстати, хотела по поводу корма, раз зашел разговор, как раз спросить. У меня сейчас они все на мотыле, но брызганам я еще даю, естественно, сверчка. Да. Потому что они прикольно охотятся и все остальное. Как часто можно давать сверчка? Да хоть каждый день. То есть я просто не понимаю, мотыль он более полезный или у них примерно одинаково по Значит, составу? брызгунам сверчок полезнее. Полезнее, да? Полезнее. Потому что они прям вот его и любят намного больше, и Ну, охотятся да, за ним, потому они плюются в что него. они же вот ориентированно-то Да, охотятся на вот, И прям на охотнее насекомых. едят. Это их еда просто родная там, ну, бабочки, там, сверчки, ну, в общем, насекомые. То есть можно прям вообще на постоянке На оставить им постоянке, сверчка, да, и им будет да, хорошо. да. Они прикольные, они прям меня уже знают, то есть я их все время кормлю, они Да. прям, я вот хожу по комнате, и они такие за мной плывут, типа да. так, где еда, мы не поняли, что за халтура. Еще хотела, во-первых, для подписчиков показать, насколько здесь есть интересные рыбы. Мы в итоге на них не остановились, пойдемте покажем. Но просто сам факт, что они здесь есть, где эти ребятки, которые мне нравятся, вот эти. Но мы все-таки не можем запихнуть все, что я хочу в этот аквариум, поэтому остановились на слониках, потому что они повеселее. Ну, все-таки аквариум небольшой. Вот. Да, аквариум небольшой. Но у меня еще стоит 500-литровик, это позже мы будем Вот заполнять. тогда. А еще у нас есть панцирная щука, отличная для 500 литровика. Это мы вперед А у меня забегаем по свинорылка сюжетам есть. по нашим. Мы сейчас даже можем пойти и ее, в общем-то, показать. Да, показать классно. Ну, в общем, мы, да, остановились, получается, на слониках, еще по растючкам чуть-чуть. Слоники И самая вообще- веселая компания просто из этого всего, что можно сделать. Вот. Эти все-таки они, ну это такой вот крокодил, он лежит на дне, Ну, особенно, красивый, интересный. ну есть еще другие полиптерусы, орнотипинис, ну вот делхизи, но мы, наверное, с ними. То есть вот эти самые ротастые, ну, наверное, они самые драконистые, у них пилка спинного плавника такая очень, Они очень агрессивные? конкретная. Да. Очень, да? Вот эти, да. Вплоть до того, что они, ну, были опыты, я думал, что вот как бы глушки, они поверху вот плавают, вот, а внизу этот товарищ живет. Ничего подобного, съели они этих глушек всех. То Очень есть быстро. он и сомиков будет трогать, Он и будет лягушек трогать, моих? да, он будет ну всё, трогать, это он вообще не мой пытается вариант. кусаться, а лягушкам поотрывает лапы и, в общем, А его, получается, селят только с совсем крупными. ну, то, что не залезает в рот и нету ничего такого, за что можно было бы Зацепиться, укусить. понятно. Вот это целующаяся гурами, ну куда тут кусать? Ну, пока еще не очень. Ну вот немножко подрастет и будет тоже пытаться прихватить. Вот у нас слоники, конечно, при виде большой толпы народу и света до светки они убежали, только что плавали все тут по местам. Они тут у нас примерно однотип. Ну ладно, я уже тогда пугать их буду. Вот они все тут, оба. Вот, там они, конечно, освоят очень хорошо эту местность. Ну, со временем, да, я думаю, они несколько Вот, дней это останутся. рыбки с самым большим, значит, это мозгом. То есть мозг у них максимально большой среди всех рыб. Да? Да. Ничего себе. А лис будешь дрессировать? У них мозг Вот. большой. Они на всякие там сигналы будут уходить, постучать 3 раза, 2 раза, 1 раз. Классно. Вот, то есть, ну все, сейчас они уже у нас, конечно, перепугались. Вот, но мы сейчас поймаем 5 штук примерно одинаковых. Вот, очень хорошо вот эту корягу они будут обживать, вокруг нее бегать, подниматься доверху. Ну, значит, посмотрим. Это очень-очень экзотический получается аквариум. Вот, ну, если что-то не так будет, то будем других рыб Будем, да. Я надеюсь, что менять. все нормально будет. В принципе, это такой процесс очень непростой, чтобы собрать такой аквариум с такими рыбами. В общем, это сложная вещь. Ну, извините. Нет, ну делать тогда, так чтобы интересно было. Да, Вот. уж хочется. А покажите щуку, которую вы говорили. А, Ух ты, смотри какая. Вот такая 500 литровик. вот она запустим. ручная, она на людей идет. Вот. Можно будет такую. Вот, просит кушать. Она одна сидит, то, что других обижает, или в принципе? Но она съест всех. А, всех. Ответ прост. Она же То есть щука. в 500-литровике должна жить одна щука. Больше Ну никого. какая зато. Я думаю, она может поесть и еще раз, если что. Ты вообще Вон красавица. она просто вообще вон общается. Вот, все, говорит, ну, говорит, и что вы сюда Она пришли? за пальцы тоже кусает? Ну, мы не пробовали, если честно. А что она кушает? Она кушает у нас мороженую плотву. Ух ты, еще и моего рыбы кормить. собственного вылова. Шикарная, шикарная.
Это просто спинка. Привычка для котов. Ну такая, ничего еще Просто пока. приподнимать? Да, и туда кидать. Опа. Ничего себе, у нее челюсть прям он такая. Вот. Она сытая сейчас. На самом деле она сегодня кормлена. Это ей уж под съемки. Еще тоже пруха привалила. Но она довольна, мне кажется. Практически улыбается во все свои зубы. Но она не так быстро глотает сейчас. Она с этим плавает. Вот. Просто потому что на самом деле там уже надо, чтобы прошла пища дальше. Что, съела? Да, все. Ну вот еще тогда. Ты хочешь? Давай, Да. на, клади. Вот. Пока мы еще не решаемся целых рыбок давать, но я думаю, что на самом деле можно. Оп. Какой-нибудь салаки надо будет купить уже не крупный. Она видит? Сейчас она найдет. Ну раньше времени бросили, надо было руками помахать перед ней. Там она видит, что ли, других рыб, да, и считает, что... Запах есть, но она не понимает, скажи, где. Сейчас может не найти уже. Ну ладно.